А, белка. Ой, белка, зинка. Доброе утро, и вы на канале Чечевичный хутор, где семья живет в лесу. Ну все, вроде все тает. Так хочется уже, чтобы закончилась эта зима. Снег уже просто надоел, да? Идите прогуляйтесь, пока нету мороза. Покажи меня. Ну, ты знаешь, чуть мягче стала вымя, эта шишка вот эта. Еще есть. Оно туда не идет, не болит. Дик воспользовался ситуацией. Думает, хоть раз в жизни Машка даст блох поискать. Все, ввела? Да, все.
Белка, ты что пришла ко мне? Мне даже нечего вкусного тебе дать, ничего. Что ты хочешь? На морковку. Дошку на. Выходи, Белка, давай. Что ты призвала сюда? Давай, быстро. За зиму ни одна курочка у нас пока не пропала, коршун ни на кого не поймал. Получается 2 петуха стареньких, 10 курочек и 1 петушок молоденький, которого воспитали индюки. Пока он жив, не пошел в суп, хотя он самый некрасивый. Пускай пока будет запасным. Пошли яйца у них соберем. Посмотри, что делать.
Я специально... Я что сделал? Специально взял это зерно с комбикормом, которое куры кушают, поднял наверх. Но думаю, никто ж не достанет. Ну, не была чтобы белка. Как она прочухала. Это ж мы с вами осенью сделали гнезд, чтобы каждой курице было по гнезду. В итоге тут утки все затоптали. Здесь, походу, павлины, походу, с индюками. Ящик разломали. Единственное гнездо на весь курятник на 10 кур. Такие яйца. Благодаря тому, что включаем дополнительно свет, даем ракушечник, витамины и комбикорм специально, то несут. По идее, тоже должны нестись. Идут. Все из-за уток. Все из-за уток. Здесь у нас все изгнило. Но здесь они не несутся, потому что не выходят из курятника. Уже когда будут каждый день гулять на улице, тогда будут здесь нестись. Старое надо выкинуть.
для кур сверху 2 гнезда достаточно. Потом потеплеет, будет другой курятник ходить. А вот здесь снизу надо сделать для уток и для павлинов. Я думаю, для индюков они что же скоро начнут нестись. Индюки у нас не несутся только потому, что они нас чуют со свиньями. А свиньям мы свет не включаем, поэтому и не несутся. Если бы индюки жили у нас тут, то уже бы мы на яйца сели бы. Белке нужно находиться там, где мы. Так она же человек. Да, белка? Белка человек. Белка. Сколько прошло, как ты забеременела? 3 месяца или 2? 2,5 где-то. Перед отъездом нашим, да, 2,5. Еще 2,5. И будет у тебя козленок. Надеюсь, одна девочка и хватит с тебя, да? 2 будет, 2 козла будет. У нее всегда козлы. Ну, точно. Все годы подряд 2 козла. По-моему, одна только девочка была. В основном одни козлы были. Ну да, за все время одна девочка с козлом. С козлом, да. Белка, тебе надо девочки. Нафиг тебе те козлы нужны? Ну все, сверху 2 для кур, снизу 3 для уток. Павлинов, индюков, кто занесется у нас. Пока только куры несутся. Но лучше пускай куры сейчас несутся, чем в сентябре, октябре и ноябре, как они там несут и садятся на яйца, помните? Кстати, вот эта лампочка тоже, я видел комментарии, спрашивали, или каким вы светом пользуетесь. Сейчас 80% вот этим. Тот, который на улицу, вот он, да. Он у нас из-за того, что короткий световой день, солнца мало, его буквально хватает на час. То есть кажется, да, но вот эта световая панель, она заряжается от солнца на день, ну максимум ее на час хватает. Ну, кажется, она нужна больше всего зимой, а зимой меньше солнца, поэтому летом она светит, бывает, до 3 ночи, а сейчас с 6 до 8, до 7 посветит и все. Это я комбикорм поднял, а папа с пчеловодом по-другому делали. Они просто каждый раз прикручивали на шурупика, и птица могла выйти, а овцы со свиньями зайти не могут.
утром думал, что весна началась, тут снег пошел. На, тем приятнее будет возле камина рыбу готовить. Зафаршируй грибами ее. Так она маленькая. Чего она маленькая? Это килограммовая как? Надо большие эти запекать. Давай мы ее потушим в сливочном соусе. Хвостики и головы оставим на уху, а А уха когда будет? ну, когда-нибудь будет. Давай. Заходи. Я помню, как-то однажды ты карасей приготовила в таком соусе сметано-сливочном, каком-то масляном. Это было очень вкусно. Сухой карась был очень жирненький. Ты сейчас такое же будет, похожее? Да, будет вкусно. Отделим его в косточку. То есть будет не жареный, не запеченный, будет тушеный? Да. Можешь сразу ухи наварить? Пожалуйста. Ну, Ты не съешь все, она будет стоять. Мы лучше свеженько сделаем, нет? Ты меня опять обманешь. Я тебя что, когда-нибудь обманывала? Ты не сильно уху любишь, поэтому я страдаю без ухи постоянно. Я больше уху люблю, чем ты. Я тоже люблю уху. Завтра сделаешь уху? Сделаю. Посмотри на меня хорошо, внимательно. Ты сделаешь уху завтра? Да. А можешь сразу уху сделать? Нет.
Так все-таки жарить надо? Ну, чуть-чуть. На большом огне. А, просто чтобы корочка появилась, не до полная... Не до полной готовности. Это сливки? Сливки. О, лимончик прям сюда, внутрь куда? Да, чтобы сок пустил туда. В сливки. Ой, плавленый сыр сюда. Да, будет очень вкусно. Соус бомба. Согласен. Вот под таким соусом даже эта южная азиатская рыба была бы вкусна. В теплых океанах почему-то рыба не жирная, не сочная. И мы там старались ее много не кушать. Даже дрова не успели прогреть. Примерно 10-20 минут и будет готово, да? Да. Оп. Соус, конечно, десяточку. А рыбка. Ну что, так вкуснее? Для разнообразия, конечно, надо по-разному готовить того же карпа. Тем более в таком соусе он вкуснее, чем любая форель и семга. А в этот соус можно и шампиньоны добавить, тоже будет вкусно. С этим соусом будет вкусно, даже если здесь будет какая-нибудь плотвичка, подлещик, сухой карась. Конечно, спасибо, молодец, что сегодня по другому рецепту карпа приготовила.
Класс. Валентине и Дмитрию. Я когда был маленький, смотрел на родителей, у родителей много всегда таблеток каких-то, они пьют вот это вот перед едой, вот это после еды, а вот это жменька еще. И я думал, я когда вырасту, я вообще таблеток пить не буду. Я буду взрослый, сильный, здоровый. Слава богу, мы пока что таблеток много и не пьем, только когда если заболеем. Но пошлите покажу кое-что. Мне всего лишь 40 лет, и Валентине тоже. Но у нас вот этот вот ящик, это наша аптечка есть. Хотя мы вроде не болеем. И такой же ящичек у нас еще и для наших животных. Хотя они тоже вроде бы не болеют. Но чтобы не болеть, все равно надо какие-то пить витаминки. Вот, например, феррум, железо. У Валентины было всегда какое-то низкое давление. Пошла, сдала анализы, сказали нехватка железа, там чуть ли не анемия железная. И наша подписчица из Москвы Наталья Сергеевна посоветовала железо пить именно фирмы Zoltan Tabs. Потому что железо очень трудно усваивается. А тут не просто железо, но сразу же с витаминами. С B9, B12 и С для усвоения железа. И вы знаете, реально помогают. Раньше по утрам без чашки кофе она проснуться не могла, потому что такая вялость, сонливость, энергии нету. Теперь, Валентина, что там с тобой? Бегает, даже уже кофе по утрам не просит. Да, кофе мало стала пить. Вот мы сейчас были в Азии, 2 месяца подряд ты не пила кофе, пила соки, и приехали, и даже ни разу не попила. Ну, так чисто ради удовольствия капучино хочется. Да, только для удовольствия. На, кайфуй таблетку, будешь здоровой. Спасибо. Вот это можно купить на Валбересе. Мы, например, там заказывали. Ссылку оставлю в описании. В гараже у нас, ребята, влажно. Вот как сыро. Каждый день машина заезжает, выезжает, лед, снег падает. И поэтому, посмотрите, не гараж, а просто какая-то баня. Надо протопить сегодня. Не, можно, конечно, окна оставить открытыми, тогда, ну, что это будет? Это уже не гараж будет, а навес. На улице погода плохая, в доме делать нечего, мы все не дорожаем. Давай порядок здесь наведем. Все-таки надо сюда верстаки поставить. Да здесь только не подойти, да? Так переложим, потом это все на верстаки и сложим. Положим сюда, а потом все раскладываем на тумбочке. Хоть здесь ты окна моешь сам. Помоги, пожалуйста. Начинается.
Мы уже пару дней сюда привозим ночевать бульку с Диком. На это не идет. То они сюда грязи наносили, плюс здесь у нас чернозем. Короче, надо сейчас это все убрать. Вот, прям вот не в этом, а в следующем. Мы с вами здесь установим верстаки. Вот. А через видео с вами установим здесь стеллажи. Ну, в общем, занимаемся пока что именно гаражом. И уже когда вот сделаем гараж уже на 100%, тогда я уже начну в голове уже что-то, какие-то планы с сараем делать, уже там с вами советоваться. Потому что про сарай вообще не думали еще. Я просто знаю, что он должен быть вот такой вот, чтобы конца не видно, огромный, и чтобы там была и мельница, и еще один гараж, и курятник, и павлинятник, все, что должно быть. Но сейчас занимаемся гаражом. Вот я вот долго думал, куда в гараже вот эти вот все шурупы, они все на полу стоят, сюда вода, снег тает и их намокает. Смотрите, что я придумал. Вот этот угол, он вообще не задействован. Вот. И что, сюда, здесь никогда ничего не поставишь. Поэтому, а вот такие, например, раз, два, три, мы к стенке прикрепили. И здесь храним, например, шурупы, здесь гвозди, здесь сотки, здесь 50-ки. И вот так вот распределим. И вот здесь вот так вот будет. Правда прикольно? Вот это вот за длинное надо немножко обрезать сейчас. Сейчас обрежу. А там эти ящички не будут ничему мешать? Ну нет, они как раз вот сюда, они как будто так по заводу должны быть. То есть можно было бы и сюда, но тут не то, не сё. А так вот этот угол просто мертвая зона. А мы мертвую зону сделаем под эти шурупы. Под болты, под гайки. И все будет по порядку лежать тут. Так, теперь раз, два, три, все, 3 коробочки. И получается, например, мы имеем, промокла у нас коробка. Мы ее сюда высыпем. Так, перебрали. Серенькие тут пару штук попались. Не знаю, белые у нас тут висят. Все, оп, все. Крепление коня выдержит. Как в магазине будет. Так, а здесь что? Здесь большие шурупы. Где-то 60. Тоже достали. Это сюда. То есть надо куда-то, говорю, Ваня, принеси мне шурупы. Он взял, пошел мне принес. Коробка, которая на дожде не промокнет, у которой есть свое место.
А эти чопики обязательно вбивать, да? Но газосиликат лучше с ними, потому что разболтается, раздолбется. Это ж не дерево. Газосиликат он такой слабоватый. Когда уже сюда что хочешь вешай, не упадет. Все, получилось 8 рядов по 3 таких коробочки. Я, если честно, доволен как слон, потому что вот реально этот угол никогда бы, этот аппендицит нигде бы не использовался. Сюда, кроме швабры, вообще ничего бы не поставил. А швабра у нас уже стоит в другом углу. Вот. А теперь, я-то подозреваю, у меня столько шурупов, сколько у нас есть полочек. Купишь? Ну вот, реально. Они стояли здесь, вон. А так для всего будет. Помогите. Алешка, помоги, ты не любишь помогать мне. Да я перевыпендривался немножко. Да они созданы сюда. Ну, я доволен, честно. У меня будет порядок. Наш гараж не завалится. Да, если Валика сюда будет часто ходить, будет чисто. Ну, приходи, пожалуйста, ко мне, да. Без тебя, конечно, я это... Сейчас я это все по полочкам разложу. Потому что это уже как тряпочки. Знаете, до такой степени здесь порядок, что здесь осталось только ценники повесить и все. Я думаю, что ты еще столько же их повесишь. Не, ну это что, нет смысла уже вешать. Пускай так и будет. Не, хватит мне, наверное. А для соток гвоздей? Я не знаю. Там надо ящики деревянные. Может, есть такие побольше ящички? Посмотрим. Просто здесь-то ладно, у меня еще там в старой мастерской есть еще коробок 50 таких, где в разнобой шурупики. Вот. А мы с тобой можем поставить по чашке чая и перебирать их. Угу. А потом я тебе смешаю все каши и тоже дам так же. И скажу, мне по баночкам сложи. О, видишь, вот этот где-то в другом месте лежал. О, все, порядок. Порядок будет. Вот так вот получилось. Пока что. И на полу ничего нету.
Теплый пол настроен на 5 градусов. Но сейчас из-за того, что натопили печку, буржуйку, то в полу в гараже 13 градусов. Следовательно, пол сейчас не включен. Уже скулит, гулять хочет. Что, гулять пойдем? Пошли гулять, пошли. Пошли, Булька, пошли. Пошли. Пойдем погуляем, пошли. Юра завел машину, да? Походу уезжает с хутора сейчас как раз. Пошли к ним сейчас без света подкрадемся и попробуем напугать их. Хлопцы! Можно у вас лося разделать? Я мясо дам! Лося! Наверное, узнали. Тебя не напугать! А чё вы никуда не уезжаете? А вот, решаю. Умничка. А как ты нас узнал-то? По голосу. Давай из этого. Вы же нас далека увидели, да? Ага. Не увидели, но услышали, но думаю, а кто тут еще может быть? Ну, тут в округе километр радиус, никого нету, ни души. 5 километров. 5 километров? Не напугаешь, не Да, напугаешь. 5 Сам уже в километров. машину сел. И все, и Быстренько, кто-то там идет. А вы нас далека увидели? Мы не видели вас, я же говорю, я только услышал. А, ну мы без света специально подкрались. Булька. Слышь, можете нас подвезти туда вот далеко-далеко, мы назад пешком придем? Да, могу, у меня как раз есть 2 детских кресла. А ладно, у нас же собаки, мы пойдем пешком туда. Да. Ну, видишь, как? У вас снег почищен, да? Ну. Ну, а мы сегодня это самое, то трошки подзасели вот здесь. А он трактор проехал по моим следам, я так понял. Если бы Скорее здесь было, всего. если бы сюда следы везли, он бы... Знаешь тоже- почему? Нет, потому что там висит знак «Черничный хутор». Ну да. И, наверное, подумали, а налево там никто не живет, и смысл туда А ехать. вам надо знак тоже, здесь живут печки-лавочки, обязательно заезжайте. Да, 100%. Ну.